Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на трассерную насадку Ace-Tech Lighter BT с интересным функционалом и характеристиками. Lighter BT — это продолжение очень популярной линейки трассерных насадок от Ace-Tech. Насадки от Ace-Tech, благодаря характеристикам и очень яркой засветке шаров, можно заслуженно назвать лучшими трассерными насадками на рынке на текущий момент. Их даже используют на светлых CQB полигонах, чтобы лучше видеть попадания. Наверняка вы много раз видели в наших роликах этих зеленых светлячков. Новинка, как и другие модели, выполнена в виде глушителя и имеет достаточно компактные габариты – 100 мм в длину и 34 мм диаметром. Масса всего 78 грамм. Корпус выполнен из алюминия, покрытие анодирования. Передняя часть насадки закрыта пластиковой крышкой на резьбе, под которой находится micro-USB разъем для зарядки встроенного литий-полимерного аккумулятора и антенна Bluetooth модуля. В предсерийной версии эта крышка была металлической, но чтобы не мешать работе Bluetooth, в серийной версии ее сделали из пластика. Производитель заявляет, что полного заряда аккумулятора хватает на 30 тысяч выстрелов. Время полной зарядки 2 часа. Но если насадка полностью разрядилась, у нее есть режим экстренной зарядки. Это значит, что за 5 минут зарядки батарея может зарядиться, чтобы хватило подсветить 1000 выстрелов. В задней части находится стопорное кольцо на резьбе, открутив которое можно поменять адаптер для установки на страйкбольное оружие. Делается это очень просто. Открутил кольцо, поменял адаптер, закрутил кольцо обратно. В комплекте идут два адаптера. Один с резьбой М14 левая для установки на большинство автоматов и винтовок, и второй с резьбой М11 правая для установки на пистолеты. Обратите внимание, что при установке на ваше страйкбольное оружие нужно, чтобы внутренний стволик не выступал за край дульного среза более чем на 12 мм. Если стволик будет длиннее, он перекроет с собой датчик, и как следствие шары подсвечиваться не будут. По личным наблюдениям, Lighter BT — это самая яркая трассерная насадка, которую я видел. А еще она реально может подсвечивать красные шары. Максимальная скорострельность привода, которую поддерживает насадка, это 35 выстрелов в секунду или 2100 выстрелов в минуту, что явно избыточно в большинстве случаев. Редко кто делает скорострельность больше, чем 1500 выстрелов в минуту. Главной фишкой Lighter BT является то, что она может по Bluetooth подключаться к смартфону и использовать специальное приложение, которое расширяет ее функционал. Приложение доступно для телефонов на Android и iOS. Скачать его можно, отсканировав камерой телефона QR-код с ссылкой в инструкции к насадке. Главная польза от приложения — это возможность использовать насадку как хронограф. При этом в настройках можно сохранить до 6 используемых типов шаров, указав нужную массу и диаметр. Перед хронометрированием вы просто выбираете используемый шар и даете очередь. Приложение присвоит каждому выстрелу номер, измерит скорость вылета шара, вычислит энергию выстрела и, если очередь длиннее 10 выстрелов, покажет скорострельность. Также вы увидите значения минимальной, максимальной и средней скорости вылета шара. Если нужно, результат можно сохранить. Еще один важный момент. Когда насадка находится в режиме подсветки шаров, она не меряет метры в секунду. Если включить хрон, подсветка шаров отключается, но зато насадка измеряет скорость вылета шара. Как вы понимаете, приобретая насадку, мы получаем полноценный хронограф, который всегда под рукой, что, несомненно, удобно. Помимо хронографа, приложение может использоваться для сбора статистики. Например, вы можете посмотреть, сколько вы выстрелов делаете за одну игру, разделить все это дело на количество фрагов, которые вы сделали за игру, и вычислить, сколько денег вы тратите на один фраг. Зачем? Ну, потому что можете. Сюрпризом оказалось, что в приложении есть функция выбора режима подсветки красных или зеленых шаров. Лично я раньше даже не задумывался, что шары разного цвета нужно подсвечивать по-разному. И это действительно так. Ну и наконец есть функция энергосбережения. Если ее включить, то через 40 минут простоя насадка автоматически выключается. Лично я эту функцию сразу отключил. А теперь самое интересное. Посмотрим, как эта насадка подсвечивает красные и зеленые шары, а также как она работает на пистолетах. Тест номер 1. ГББ Хайкапа от ВЕ зеленые шары. Как и ожидалось, зеленые шары засвечиваются отлично, а малый вес насадки не мешает нормальной работе автоматики пистолета.
Тест номер 2. PM2 от ACS, CO2 No Blowback, зеленые шары. Тут результат интересный. Шары засвечиваются отлично, но есть пропуски подсветки. Засвечивает примерно один выстрел из 3. Скорее всего, это связано с тем, что поток CO2, вылетая вместе с шаром из ствола, сбивает датчики и не дает им срабатывать. На Green Gas Blowback такой проблемы нет, так как газа в ствол летит значительно меньше, чем у No Blowback систем, особенно на CO2. Тест номер 3. AEG зеленые шары. Как и ожидалось, шары засвечиваются отлично. Самый интересный тест номер 4. AEG и красные шары. Если честно, я первый раз вижу, чтобы красные шары засвечивались достаточно ярко, чтобы их было видно на камеру. Кстати, обратите внимание, что в режиме засветки красных шаров вспышка в насадке срабатывает заметно ярче, чем в режиме зеленых. В сухом остатке мы имеем очень яркую засветку зеленых шаров и хорошую засветку красных шаров. Повторюсь, я вообще чуть ли не в первый раз реально видел, как засвечиваются красные шары. Есть встроенный хронограф, который всегда под рукой и которым очень просто и удобно пользоваться. Надо захронить, достал телефон, дал очередь, посмотрел результат. И при этом эта насадка стоит не сильно дороже своих собратьев. Например, в магазине Бабахи Lighter BT стоит 6600 рублей. Для сравнения, популярный Lighter S стоит 5100 рублей. Как всегда, предлагаю делиться вашими мыслями по поводу этого продукта в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, если наша работа вам понравилась, подписываться на канал и жать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Евгеньевич, до скорого! Я обосрался.